Рассмотрим еще один график функции, когда x находится в знаменателе. В простом выражении это единица, деленная на x, либо, если учитывать все коэффициенты, которые могут быть с этой функцией, это a, деленное на x плюс c и плюс b. Сразу можно отметить, что эта функция не существует, график этой функции, и потому когда x в знаменателе равен нулю, то есть x равен нулю либо в этом выражении, либо в общем выражении. Для того, чтобы посмотреть, каким образом будет проходить этот график этой функции в зависимости от этих значений a, b, c, будем последовательно разбирать. Пусть у нас в данном случае a равно единичке, и коэффициенты b и c пока не будут принимать участие. c равно нулю и b равно нулю. Функция превращается в вид a, деленное на x. y, a, деленное на x. Поскольку a единица, просто единица, деленная на x. Построим табличку для того, чтобы потом построить ее значение на координатной плоскости. x, y. Здесь значение минус 3, минус 2, минус 1. И теперь еще введем такие дробные значения. Минус 1 вторая, минус 1 четвертая. Здесь значение 0, здесь 1 четвертая, 1 вторая, единичка, двойка и тройка. Для начала, когда будем строить, чтобы видеть, каким образом он проходит в этих таких интересных промежутках, когда x приближается к нулю. Для того получаем следующее значение. y равен, когда x равен минус 3, y равен минус 1 треть. y равен x минус 2, минус 1 вторая, минус единица будет минус единица, минус 1 вторая, это что будет переворачиваться, значит получается значение минус 2. Минус 1 четвертая, в знаменателе четверка идет вверх, и то получаем минус 4. 0 в нуле функция не существует, 1 четвертая получается 4, 1 вторая это получается значение 2. Единичка, просто единичку. Когда 2 равно 1 вторая, когда-то 3, это будет 1 треть. Построим этот график. Будем говорить опорный график опорной функции, без ее дополнительных коэффициентов, которые могут быть введены. То, что по отношению к основному графику мы могли построить другие графики, если будем вводить значение c, b. Это у нас будет 1, 2, 3, положительная область y, положительная область x, 1, 2, 3 и отрицательная область y, отрицательная область x. Итак, давайте построим самую первую функцию. Тогда у нас минус 3 будет минус 1 треть. Нужно треть взять от вот этого значения, где-то точка будет вот здесь первая. Минус 1 вторая, когда x равно минус 2, это будет минус 1 вторая, где-то половина вот здесь. Минус единица, получается минус единица. Теперь дальше. Минус 1 вторая, половинка, это уже у нас выходит на двойку. И минус 1 четвертая получается минус 1 вторая вот здесь вот где-то находится, минус 1 четвертая половина находится минус 4. График здесь будет иметь такой вид. Теперь давайте представим себе, что мы будем приближаться. Возьмем минус x равно минус 1 десятую, минус 10 из знаменателя пойдет числитель, у нас получается при x минус 1 десятая, y будет равен минус 10. Естественно, при x минус 1 сотая будет равен минус 100 и так далее. Чем меньше будет значение x в дробном выражении, 1, допустим, минус 1 миллионная, значит тут будет 1 миллион, но тем не менее график не будет касаться линии этого графика оси y, потому что когда в значении x равен нулю, он не существует. Теперь посмотрим, как он будет выглядеть в положительной области. 1 четвертая, это половинку берем, 1 четвертая это будет где-то плюс 4, аж вот здесь. 1 вторая будет двойка, единица будет единица, двойка это 1 вторая, тройка 1 треть. Характер прохождения положительной области точно так же выглядит. Реально, чем ближе к нулю, тем он выше будет находиться, чем он дальше от x, чем больше x, тем он будет ближе приближаться к оси x. Вот это будет график функции y равно единица на x, когда у нас a равно единичке, c равно нулю и b равно нулю. Посмотрим, каким образом влияет значение коэффициента a. В данном случае напишем такое выражение: a равно двойке, c равно нулю и b равно нулю. Как будет выглядеть y по сравнению с предыдущим графиком, как он пройдет. Значение x возьмем. Те же самые данные: минус 3, минус 2, минус 1, минус 1 вторая, минус 1 четвертая, 0, 1 четвертая, 1 вторая, единичка, двойка. Раз у нас 2, просто умножим на 2 вот эти значения. Y будет равен минус 2 третьих, минус 1 вторая это будет минус единичка, единица умножим на 2 будет минус 2, где у нас минус 2, а минус 1 вторая вот здесь 2 единицы, минус 2, минус при минус 1 второй, минус 4, минус 1 четвертая это будет минус 8. 0 это будет не существует, 1 четвертая это будет просто 8, 1 вторая это будет 4, единичку умножаем на 2, будет 2, и двойка это будет единица. Построим этот график на этой же самой координатной плоскости для того, чтобы увидеть, каким образом он будет меняться по сравнению с тем графиком, который стандарт. X равен минус 3, минус 2 третьих, немножко выше. Здесь по x равно минус 2, у нас было минус 1 вторая здесь, то стал минус единица, то есть выше, минус единица. Минус единица, у нас было минус единица, стало минус 2.
вот здесь. Минус 1/2 было раньше минус 2, стало минус 1/4. Минус 1/2. То есть график увеличился. Вот здесь немножко я так проведу. Как быть с этой стороны? С этой стороны такая же точная ситуация. 0 он, естественно, не заходит. Когда 1/4 будет восьмерка, очень высоко. Когда будет 1/2, это будет 4. Здесь раньше было 1/2, 2, то теперь уже 4. Когда единица и двойка. Когда двойка у нас будет единичка и так далее. График будет проходить выше вот здесь. Y равен 2 делить на x. Когда а у нас равно 2. И c равно 0, b равно 0. Он отодвигается от этой оси x, если коэффициент а у нас будет больше, чем единица. И все равно, тем не менее, приближаться ни к оси x график не будет, не перекасаться, только будет приближаться по мере увеличения значения x или, например, уменьшения его ближе, чтобы он подходил к нулю. Теперь давайте посмотрим, как он будет проходить, когда а у нас будет дробное значение. Пусть у нас а равно 1/2. В данном случае у нас получается, что y равен просто 1/2, что множится на единицу на x. Построим таблицу для этого графика. Значение x, y. Те же самые значения минус 3, минус 2, минус 1. Тут у нас будет минус 1/2, минус 1/4, 0, 1/4, 1/2, единица, двойка. Здесь будет вверху дроби перемножаем 1/3, это будет минус 1/6. Когда двойка, у нас здесь минус 1/2, значит будет минус 1/4. Когда единица, просто будет минус единица, здесь минус единица дает на вторую, значит минус 1/2. И когда минус 1/2, минус идет вверх, двойка идет вверх, значит у нас будет что? У нас минус единица. 1/4, минус 1/4, четверка идет вверх, это будет просто минус 2. 0, естественно, не существует. 1/4. Если мы делим на 1/4, у нас получается, мы умножим двойка. 1/2 будет единичка. Ну, двойка идет вверх, единичка. Единица, это у нас будет 1/2. Теперь, если двойка, например, будет 1/4, давайте построим вот этот график другим цветом, для того, чтобы было понятно, куда он сдвинется. Опять же, понятно, что он не в оси y как можно больше приближается, потому что значения, если слишком маленькие, дают возможности вырастать большому значению y. Чем ближе он находится к нулю, значение x, тем выше поднимается значение графика. Строим график x равно минус 3, 1/6. У нас было там по тем данным 1/3 самой, а тут 1/6, ближе к оси x, где-то еще вот так. X равен минус 2, значит y равен минус 1/4. Вот здесь 1/4, половинка, тут 4 вот здесь. То есть 1/6, 1/4. X равен минус единице, 1/2. Минус 1/2, минус единица. Вот здесь. X равен минус 1/4, минус 2. И так далее. Мы строим этот график. Видите, как он прошел. По сравнению с основным графиком он ближе присаживается к оси x. Вот этот график. Как он будет проходить? Положительно. Здесь, когда x равен положительно, и получается так. В 0 не существует. 1/4, это половинка, 4, это будет двоечка. Вот здесь. Когда равно 1/4, 1/2, это будет половина. Здесь единичка. Это уже будет 1/2, двойка это 1/4, ну и так далее. График этой функции будет выглядеть вот таким образом. По сравнению с основным графиком, который у нас y равно единица на x, он как-то присаживается ближе, чем больше будет, тем больше дробные координаты, скажем, 1/10, 1/20 и так далее, тем он ближе будет проходить вот таким образом к осям x и к осям y. Это мы напишем, что вот это значение y равен 1/2 умножить 1/2 x, то есть a равно 1/2 значение. При b равно 0, c равно 0, c равно 0 и b равно 0. Мы пока не используем вот этих двух параметров b и c. Теперь давайте посмотрим, как влияет на прохождение своеобразный график такой. Он немножко на те графики, которые мы раньше смотрели, он не совсем похож. Но надо знать, как строятся подобные графики тоже. Дальше возьмем значение a равно единице, для того, чтобы иметь дело с стандартным графиком. Мы посмотрим, как он будет зависеть от коэффициента c, пока не используя коэффициента b. Мы пишем a равно единице, пусть c будет равен двойке, а b равно 0. В данном случае у нас при таком подходе, когда мы написали вот эти значения, y будет равен x просто, вернее единичка это a, деленное на x плюс 2. Единица x плюс 2. 2 это c, b у нас не равно 0, мы его здесь не пишем. Поэтому давайте посмотрим, как он будет проходить этот график. Запишем табличку. В данном случае я уже не буду слишком дробно указывать вот эти значения, дробные значения x, а возьмем более такие конкретные, понимая о том, что чем ближе мы подходим к какой-то оси, тем он выше поднимается. Пишем так: минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3. Минус 3. Когда x равно минус 3, y равен чему? Минус единице.
Единица, деленная на минус единица, это будет минус 1. Х равно минус 2. График не существует. Почему? Потому что деление на 0. В данном случае 0. Минус единица. Когда минус единица, получаем минус единица плюс 2, целая единица. Когда значение 0, сколько получаем? 1/2. Когда единица, получаем что? 1/3. 1/3. Когда двойка, получаем 1/4. Вот так напишу 1/4, потому что места не хватает. И когда тройка, у нас получается 1/5. Как-то он немножко данные взяли меньше, поэтому давайте возьмем еще минус 4. Значение минус. Вот когда минус 4 у нас будет, что у нас будет тогда значение? Минус 4 плюс 2 минус 2, минус 1/2. И минус 5 получаем, что значение минус 5 плюс 2 будет минус 1/3. И теперь построим этот график для того, чтобы увидеть, каким образом он будет проходить. 2, 3, 4, 5, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. И здесь минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Для того, чтобы видеть, как он будет проходить по отношению к основному графику, построим график y равно x единица, деленная на x, для того, чтобы было видно, у нас одна точка вот это есть, все остальное будем так рисовать. Это у нас получается y равен единице, деленной на x. Каким образом будет проходить график, когда x равно плюс 2? Единица на x плюс 2. Итого смотрим. Минус x равно минус 3, график равен минус единице. Когда минус 2, график не существует. Наверняка в этом месте у нас будет переход с одного на другой. Посмотрим дальше. Когда у нас равно минус 4, график равен 1/2 и 1/5 здесь. Теперь дальше. Когда x равен минус единице, уже равен единичке с этой стороны. Когда равен нулю, 0. Когда равен единице, 1/2. Когда равен единице, тоже получается, вот когда 0 1/2, когда единица это 1/3 и так далее. Теперь вот эта вот линия, которая не существует, будет выглядеть таким образом. При значении c равно 2 график сдвинулся влево на вот это значение 2. Когда мы пишем y равен единица, делится на x плюс 2. Параметр c равен 2, он сдвинул его в эту сторону. Берем полностью этот график, нарисуем и сдвигаем его на 2 единички вот сюда. И посмотрим, как же будет выглядеть, если поменять знак коэффициента c на противоположный, на минус 2, он изменится сюда. Но для этого давайте убедимся и подтвердим это. А у нас равно единице в стандартном варианте, c равно минус 2 и b равно 0. Пока не очень сильно коэффициент b мешал для построения. Y равно тогда единица, деленная на x минус 2. Табличку. Это значение x, это значение y. Берем значение x минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Минус 2 и минус 2 минус 1/4. Минус 1 и минус 2 минус 1/3. 0 минус 1/2. Единица минус единица. Двойка. При двойке что? Превращается в 0 знаменатель, значит не существует. При тройке 3 минус 2 будет единица. 4. 4 минус 2 будет двойка, значит 1/2. При пятерке 5 минус 2 это 3, 1/3. Давайте посмотрим, куда теперь сдвинется этот график. Y равен минус 2, x равен минус 2, y равен минус 1/4. Где-то вот здесь вот. X равен минус единица, 1/3, чуть выше. X равен 0, 1/2, вот здесь. Минус единица, вот здесь. Так. Двойка. А двойки не существует. В этом месте, судя по всему, произойдет изменение графика. Вот этот график будет идти с этой стороны. Так. А теперь посмотрим, как он будет идти, когда при x равно 3, значит единица, 4, 1/2, 5, 1/3. Видно, что он будет идти здесь. И тоже приближаться к вот этой линии, которая является вроде бы разделом этого графика. Это y равен единице, что делится на x минус 2. Когда параметр c у нас равен отрицательному значению. Можно сделать выводы о том, что внизу вот этот параметр, который находится вместе с x дробным, когда он отрицательно сдвигает значение вправо, а когда он положительно сдвигает значение влево. В всяком случае, всегда можно сориентироваться, где будет находиться вот эта ось, по отношению к которому можно строить этот график. В данном случае надо смотреть, когда знаменатель превращается в 0. В этом случае 0 превращается в знаменатель когда x равно 2. Вот он получилось, и вот это получилась вот эта линия, которая вроде бы идет параллельно оси y, она является разделом для этого графика. Когда значение x плюс 2, для того, чтобы превратиться в знаменатель, надо, чтобы было значение минус 2. То есть вот он. И тогда, имея эти данные, можно говорить о том, что для того, чтобы построить график вместо единицы, деленной на x, построить единицу на x плюс 2, мы просто берем единицу на x и передвигаем его на вот это значение, которое здесь
на двоечку, например, влево. Если минус 2, будет на то значение, которое рядом с x вправо. Посмотрим теперь, как работает коэффициент b. Можно по аналогу, как работал он с предыдущими графиками, сказать о том, что он весь этот график вверх или вниз, в зависимости от того, какой он будет иметь знак. Сейчас проверим. В данном случае возьмем такое выражение, когда a равно 0 единице, c равно 0, чтобы он не сдвигался. Просто посмотрим, как он будет сдвигаться по оси y, в зависимости от того, как он будет иметь значение. Имеем такие коэффициенты. A равно единице, c равно 0, b будет равно 2. У нас превращается вот это выражение, которое здесь записано. Y равно единица, деленное на x, плюс b. Построим сейчас табличку для того, чтобы увидеть, как он будет расположен по отношению к основной оси, к основной функции y единица на x. Потому что очень удобно, когда вы знаете, как проходит основная функция, и зная о том, что коэффициент b он как-то меняет, в зависимости от того, от коэффициента b, сдвигаете всю эту функцию в ту сторону, которая необходима. Это значение x, это значение y. Возьмем минус 3, минус 2. Я дробных значений брать не буду, понимая о том, что график сильно будет возрастать, когда x сильно уменьшается в дробной величине. Минус 1, 0, 1, 2, 3. Итого, y равен минус 1 третья плюс 2. 2 у нас равно положительное значение. Единица минус 1 третья плюс 2 будет плюс 1,2 трети. Минус 1 третья плюс 2 будет плюс значение 1,2 трети. Когда равно минус 2. Минус 1 вторая плюс 2 будет плюс 1,1 вторая. Минус единичка. Минус единица плюс 2 будет плюс единица. Когда 0 не существует, понятно, единичка. Единица плюс 2 будет являться тройкой. 1 вторая плюс 2 будет 2,1 вторая. И 1 третья плюс 2 будет 2,1 третья. Построим, посмотрим, как этот будет график проходить. Раз, два, три, 3. X плюс, 2, 3, 4, y плюс. Для того, чтобы видеть, каким образом произойдет сдвижка, давайте построим график y равно единице на x, чтобы он у нас был стандартным вариантом. Тут единичка на единичку, тут ближе сюда. Посмотрим, как это будет выглядеть сдвиг. Y равно единица, деленное на x. Как у нас будет, если у нас b равно 2? Когда у нас x равен минус единице, у нас он равен единице. Вот здесь. X равен минус 2 плюс 1,2. X равен 3 плюс 1,3. То есть 2 трети. Мы видим, что двойка вот эта является вот таким вот осью, которая параллельно оси x. Так вот пойдет график. Теперь с этой стороны обозначим единичку, тройку. Когда равен единице, он равен 3. Когда двойки 2 целых и меньше вот здесь. То есть с этой стороны, видите, он идет вот так к этой линии, которая параллельна оси x. Таким образом. Этот график у нас будет y равен единица, деленное на x плюс 2. Это коэффициент b приподнял разделитель вот этот x, разделительную линию, которая приближается график с одной и с другой стороны, на вот эту величину, которую он равен двойке. Можно сказать по аналогии, что если мы сделаем здесь значение минус коэффициента b, тогда он опустится ниже. Y равен единице на x плюс b, где b у нас равен минус 2. Построим сначала таблицу, а потом каким образом он будет выглядеть здесь. X будет минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3. Y минус 3. Когда x равен минус 3 и минус 2, минус 1 третья и минус 1 вторая, это будет минус 2,1 треть. Два значения минус. Минус 2,1 треть. Когда двойка, то будет минус 2,1 вторая. Когда единичка, минус 3. Когда 0, понятно, не существует. Когда единица, здесь будет сколько у нас? Единица и минус 2 будет минус единица. Когда 1 вторая и минус 2, это будет минус 1,1 вторая. 3 это будет 1 третья и минус 2 будет минус 1, и плюс 1 третья и минус 2, минус 1,2 трети. Построим этот график. Когда у нас получается минус единица, это будет минус 3 вот здесь. Когда равно минус 2, минус 2 целых и еще чуть-чуть выше. Вот здесь. Когда равно минус 3, минус 2,1 треть, еще ниже, ближе вот к этой оси. Судя по всему, график с этой стороны будет идти вот таким образом. Вот так и пошел вниз. Здесь единичка будет минус единица. Двойка минус 1,1 вторая. Если равно 2, минус 1,1 вторая где-то вот здесь. Тройка минус 1,2 трети. Мы видим, что линия раздела у нас проходит по вот этой линии, которая вроде параллельна оси x, и она смещена на значение b вниз. Мы таким образом и можем построить этот график. Ну а тут уже, если набирать дробные значения, то график будет сильно возрастать. Мы поняли одно, что при y у нас равно
единица на x минус 2, где b у нас равно минус 2. Коэффициент b двигает всю эту картину графика вверх или вниз в зависимости от знака. Я не буду слишком сильно расписывать, если у нас, вернее, со значением этих данных, не буду строить таблицу, а чисто логически давайте посмотрим, как выглядит график y равно a делить на x, когда у нас a меньше единицы. Когда у нас а отрицательное значение, скажем так, пусть а равно минус единица. Если у нас а равно минус единица, тогда, естественно, все вот эти значения поменяют знаки. Вот y равен поменяет знаки на противоположные. Я не буду сильно расписывать значения, а просто нарисую координатную плоскость. Проведу наш стандартный график y это плюс y плюс x. Проведу стандартный график это минус значение минус. Это 0. y деленное на x будет выглядеть вот таким образом. Так, и с этой стороны это y равно единица, деленная на x. Теперь, если мы поменяем знак а на противоположный, тогда, естественно, поменяется и значение y на противоположный. y будет иметь вид вот такой. Эта сторона поменяется на противоположный, и эта сторона поменяется на противоположный. Вот это будет у нас значение y равно минус единица, деленное на x, где а у нас в данном случае а равно минус единице, при y равно а делить на x. Лучше говорить о том, что он будет относительно оси x симметричный, потому что если вы будете сдвигать в данной ситуации либо туда, либо туда, отражение от y не совсем получится. Отражение от x, и вы меняете на противоположное значение, он проведет.